Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео подходит всем тем, у кого гороскоп асцендента находится в Тельце. Да, дорогие, вы очень часто меня спрашиваете, у меня асцендент в Тельце, расскажите про меня. Так вот, ребят, это видео для вас, и смотрят его все те, у кого восходящий знак в Тельце, неважно в какой декаде, абсолютно неважно. Буду рассказывать все про вас, как вы влияете на мир и как этот мир влияет на вас. В конце видео расскажу про другую очень важную точку нашего гороскопа, которая находится напротив асцендента, это дисцендент. То есть это наш брак, наши отношения в браке, наши достижения и движение вперед, то, как мы в обществе влияем. И скажу, что дисцендент у всех представителей асцендента в Тельце будет в Скорпионе. Да, дорогие, и это то, с чем вы постоянно с этим живем, то есть противоположные знаки, как уместить в себе. Но, к сожалению, в последнее время пошла такая важная тенденция, что очень многие вычеркивают из своей жизни как раз-таки любовные отношения, брак и тем самым не понимают, почему с асцендентом в Тельце по жизни на самом-то деле очень много моментов, когда трясет, когда что-то меняется резко. И даже если не замужем, то резкие какие-то в жизни изменения. Все почему? Потому что очень часто сейчас стала нивелироваться вот эта наша личная жизнь, брачные отношения. И да, такая очень популярная тенденция. Мой асцендент в Тельце, и я больше ничего не хочу знать. Так вот, сейчас расскажу, на что влияет асцендент, как вы можете повлиять на других людей, как вы можете двигаться вперед, быть более продуктивным и при этом как раз-таки получать от жизни то, что вы хотите. Потому что когда мы живем, следуя нашему асценденту, то есть люди нас считывают как не просто Тельца, как Венеру, потому что управитель Тельца – это Венера, и другого управителя нет. И здесь, как правило, все те люди, у кого асцендент Тельце, это очень красивые люди. То есть это люди, которые всегда за комфорт, за эстетику, за уют. То есть это такие бескорыстные интересы, на что всегда падает глаз. Естественно, если хорошо раскачанное солнце, причем неважно, в каком знаке зодиака находится ваше Солнце и Луна, но асцендент – это то, как видят вас другие люди. То есть у вас может быть хоть Солнце в Скорпионе, но асцендент в Тельце будет говорить о том, что если вы живете согласно своему характеру, то есть если вы не глазеете на кого-то и не пытаетесь выглядеть как-то по-другому, скрыть свои привычки, да, то даже в начале любого дела вы ведете себя как телец, то есть вы за стабильность, вы за планомерность, вам нужно сесть подумать. То есть здесь необходимо составить такой хоть коротенький, но план, но чтобы оно все было стабильно, да. Ну, то есть план, который всегда нацелен на материальное благополучие, на комфорт, на ценности определенные, да, потому что Телец – это знак зодиака, который всегда за стабильность. И здесь, конечно же, если вы раскачаете свой асцендент, то есть если вы поднимаетесь выше своих норм, да, то здесь, конечно же, любовь к дорогим и красивым вещам, то есть здесь и про любовь поднимаются темы, потому что управитель Тельца – это Венера. Венера – это всегда про любовь, это всегда про деньги в высших его октавах. Здесь всегда история про секс, когда не просто ради галочки, а чтобы это было вот так приятно, с наслаждениями. И тогда жизнь совершенно улучшается. И тогда, понимаете, если противоположный дисцендент в Скорпионе, тогда, естественно, здесь у вас и включается личная жизнь, брачные отношения. Они очень яркие, они очень интересны. К сожалению, есть такая история, что можно же проживать и на радостных эмоциях, да, свой восходящий знак, а можно наоборот в негативе. То есть если в негативные черты заглянуть, то здесь наоборот может быть лень,
пессимизм, вместо красивой фигуры, эстетичной, красивого макияжа, ухода, здесь может быть наоборот такая лень, отсутствие ухода за собой, здесь может быть вес лишний, потому что несчастный человек с асцендентом в Тельце — это всегда про лишний вес, то есть это про тяжелую кость в том числе, да, то есть это фигуру, которая непропорциональна. То есть здесь все зависит, конечно же, еще от многих показателей в натальной карте, потому что нужно с этим тоже разбираться, потому что так голословно сказать нельзя, потому что ты человек несчастливый, да, несчастный. Но история с асцендентом, когда в человеке все гармонично, в человеке все хорошо, тогда асцендент Тельце проявляется вот такой мягкий, приятный нрав, то есть это хорошие манеры, это любовь к эстетике, это любовь к украшениям, не вычурным, да, красиво, гармонично, когда вы не стараетесь навязывать свое мнение окружающим, просто потому что вас, мягко говоря, не очень-то интересует это, вам и так с собой хорошо, вам хорошо в своей одежде, вам хорошо в своей жизни, вы чувствуете кайф от своей жизни, да, и здесь такая приятная подача, но однозначно, когда счастливый человек с асцендентом в Тельце заходит в комнату, мы все чувствуем, что этот человек с хорошим парфюмом, то есть с хорошей одеждой. Она может быть не обязательно дорогая, нет, она просто приятная, нет каких-то ярких, броских деталей. То есть и здесь такая абсолютно гармоничная история, которая вызывает у нас о человеке, оставляет такой след, что это однозначно такой нежный взгляд, шарм, то есть это притягательный человек, потому что Венера прокачана на все 100%, и здесь очень понятно, да, что однозначно будет такая широкая выдающаяся шея, на которой какие-нибудь украшения, в том числе красивый образ, это красивый асцендент, считается один из красивых асцендентов, но здесь очень важная история, то есть понимаете, насколько должно в человеке быть включена любовь к эстетике, к красоте, любовь к цветам в том числе, все, что с этим связано, да. Если же человек сутулится наоборот, да, то здесь идет, конечно же, неуверенность. Если неуверенность, нужно заглядывать в Венеру, в каком она качестве, в каких показателях натальной карты, для того, чтобы становилось лучше. Потому что когда асцендент в Тельце у нас прокачан, как мы хотим, вот как нам нравится, то есть мы себя так чувствуем, мы не на показ так живем и работаем, да, то есть мы себя так ведем, нам так хорошо, тогда и люди к нам притягиваются, тогда у нас появляются те связи, те контакты, которые нам нужны, и тогда у нас всю жизнь гармонично, то есть человек по жизни с этим идет очень хорошо. И да, другая сторона нашей натальной карты, ну вот смотрите, асцендент, да, асцендент в Тельце, неважно совершенно какой декады, но дисцендент, противоположная точка, это история наших любовных отношений, которые перерастают в брак. Когда появляется как раз-таки штамп у нас, да, в паспорте, когда мы заверяем юридические документы, да, что мы вместе и навсегда, но противоположный знак — это Скорпион. И здесь, как вы понимаете, то есть сейчас начнет работать вот эта история в головах у тех, у кого асцендент в Тельце, да, что в личной жизни, мягко говоря, штормы, что в личной жизни, мягко говоря, не все так гладко, как хотелось бы, да. Про что Скорпион? Скорпион — это всегда про манипуляции, это всегда про наши переживания, детские травмы, наши привычки, которые мы любим себе как-то отвоевывать, да, то есть это личная жизнь, которая всегда на, можно сказать, эмоциональных качелях, да, то есть здесь отношение к браку, если у вас не такое достичь что-то мощное, нечто в браке, тогда будет сложно. То есть у асцендента в Тельце всегда должна быть такая история, ну, то есть своего личного расчета на брачные отношения, это что-то вместе достичь. Конечно же, встречаются такие истории, когда
кто-то женится, выходит замуж на ком-то. Здесь и мужчины, и женщины подходят под эту историю абсолютно. То есть здесь нет какой-то там градации, что там вот мужчина обманул, женщина обманула. Это вот знаете, кому в жизни как отыгрывается, да, или кто наоборот себя как не отыгрывает. Кто-то здесь просто манипулирует отношениями и выходит потом из них. У меня же в практике есть множество пар, у кого дисцендент Скорпионе, и они, кто-то прям разводится, то есть они поженились, у них есть страсть, то есть дисцендент Скорпионе это однозначно страстные люди. И я вам скажу так, что люди с асцендентом в Тельце это очень страстные люди, вообще даже знак зодиака Телец это очень страстные люди, просто внутри эта страсть, внутри вот этот костер нужно, да, разжечь, то есть здесь должна быть классная гармоничная Венера, с которой человек прям живет, человек вот с этим хорошо, это как правило манкая такая внешность, да, и настроение по жизни, да, бывает, знаете, смотришь на человека и думаешь, ну что такое, а изюминка вот такая есть, да, потому что те люди, у кого асцендент Тельце или же Венера находится на асценденте, это тоже такая история, сначала заходит такое ощущение, что вот этот шарм зашел, а потом сам человек так скромненько зашел по-тельцовски в комнату, и так сразу стало понятно, да, я всегда говорю, так, все, Венера зашла, красота здесь, это правда так и есть, это очень страстные люди, дисцендент Скорпионе говорит о том, что в браке вам скучно не будет, и если у вас план в брачных отношениях, сделать бизнес, создать империю, если у вас не просто поиграть и разойтись, не потрепать друг другу нервы, тогда эта история очень на самом деле классная, тогда это история хорошего семейного бизнеса, то есть когда вы как пара растете, когда вас не трудности перемолачивают ваши отношения, когда вы вместе, вы вот прям за верность, потому что асцендент в Тельце как раз-таки дисценденту эту самую верность и дает, потому что Телец очень сложно переживает расставание. Собственно, и дисцендент Скорпионе сложно переживает. Можно сказать, это противоположные знаки, но у них есть общее. И это как раз-таки очень сложно расстается с людьми. То есть здесь, конечно, можно здесь разойтись и мстить начать друг другу, да, а можно вместе, вот так страстно, вот так в любовных порывах, в отношениях, идти вперед, идти ярко, делать бизнес семейный, однозначно да, потому что все эти люди, у кого дисцендент в Скорпионе, а я вам так скажу, ребята, если посмотреть на множество лет, да, то у вас дисцендент в Скорпионе, и да, однозначно все те, кто меня смотрит, то есть это те люди, кто от 45 до 55, да, и все те, кто от 35 до 45, то есть однозначно, ребята, у вас находятся все сложные планеты, это Плутон, Уран, Нептун, Сатурн, все, кто долго идут, да, то есть это однозначная история, которая находятся эти планеты как раз-таки в четвертом, в пятом, шестом доме, или же те, кто родился уже после, да, в 80-х, то у вас уже эта история, эти планеты находятся в седьмом, восьмом, в девятом или даже в десятом доме. Все зависит от того, в какой местности вы родились и в какое время, естественно, потому что 30 градусов знака могут сдвигаться очень сильно. Поэтому здесь исходить из того, что вот мне не повезло, у меня такие показатели, дисцендент у меня в Скорпионе, ну почему не мог быть случиться какой-то рак? Ну, скажу вам, те, у кого дисцендент в раке, значит асцендент в Козероге. И здесь тоже противоположные знаки. То есть и в какой знак ни посмотри, в каждом знаке нет идеальных знаков зодиака. То есть и здесь есть то, с чем мы живем. То есть и все, у кого асцендент в Тельце, а дисцендент в Скорпионе, это очень сильные личности, которые хотят идти, двигаться стабильно по жизни, получать результат от своих действий, но при этом эмоциональный интеллект у вас очень широк. Давление общества на вас и вас в этом обществе. Здесь, конечно же, история тактики Скорпиония, да, то есть нужно понимать, что вы делаете, куда вы идете, для чего вам это нужно, какие эмоции вы испытываете и с какими трудностями вы готовы бороться. Нравится, не нравится, но
предчувствие всегда идет на опережение, потому что дисцендент в Скорпионе — это, как правило, те пары, когда вы говорите, что ну я же ведь знала, вот я же знала, что будет именно так. Или мужчина с дисцендентом в Скорпионе — это стопроцентный бизнесмен. Мужчина с дисцендентом в Скорпионе — стопроцентный бизнесмен. Это человек, то есть, девочки, если вы меня смотрите, и ваш мужчина, вот и вы его показатели смотрите, это однозначно бизнесмен. Однозначно, либо он из сурового детства вышел, и он достигает сейчас, достигатор, такой очень мощный, то есть он идет вперед, и вам вот хочется, чтобы вот он как-то остановился, раскрылся и перестал вот так вот биться, идти вперед, чего-то там пробивать стены. Не остановится, девочки. Ну, вот такая история у мужчины с дисцендентом в Скорпионе, то есть это бизнесмен. То есть это тот человек, который всегда стремится, особенно если Плутон, управитель, да, дисцендента седьмого дома брака, находится в седьмом, восьмом, в шестом доме. Однозначно, то есть это 100% бизнесмен, это тот человек, который делает деньги. И если он перестанет это делать, он начнет разрушать отношения. То есть и здесь точно так же, если женщина с дисцендентом в Скорпионе, здесь история, что это всегда тяга к движению вперед, это всегда тяга к трансформациям, к изменениям. Да? Очень сильно на вас будут влиять рождение детей, особенно если Плутон, управитель дисцендента, находится в пятом доме у вас. То есть для вас всегда рождение детей будет трансформация, и вам всегда захочется еще больше иметь для того, чтобы уровень и качество вашей жизни было в норме, чтобы вы сами понимали, что здесь история не просидеть в сторонке, то есть это очень сильные личности с такими показателями. И здесь просто нужно, как я всегда говорю, не малодушничать. То есть если ваше солнце, например, в знаке рака, да, или ну, знаки рака, то есть и вам хочется вот такой комфортной, приятной жизни, но при этом дисцендент в Скорпионе, здесь необходимо проявлять дисцендент, идти вперед в отношениях, всегда не молчать, разговаривать, то есть быть с партнером на одной волне, то есть нужно прям вот в этом движении во всем культивироваться. И седьмой дом на нас влияет то, как мы общаемся на работе. Это наши общественные связи, как мы проявляемся. И, скорее всего, вас на работе считают не совсем приятным человеком, если, конечно же, вы живете, как то модно говорить, на низших вибрациях Скорпиона. Ну нет, просто у нас у всех есть качества, которые работают нам в плюс, и те качества, которые работают в минус, нашу репутацию портят. Да? То есть, если мы сплетничаем, если мы подсиживаем, если мы создаем ситуации на вылет других людей, естественно, эта история так себе, да, а если мы берем ситуацию в свои руки и своей жизнью занимаемся, то есть постоянно перемалываем трудности, боремся с проблемами, с кризисами, они нас вообще не пугают. То есть мы понимаем, что нам финансов нужно еще больше, потому что у нас амбиций столько, и мы спокойно разбираемся во всех этих сложных моментах. Если у вас седьмой дом в Скорпионе, дисцендент, да, просто уже слишком много это слово говорю, седьмой дом в Скорпионе, то здесь, если вы занимаетесь консультационной деятельностью, то понимаете, что все клиенты, которые встречаются на вашем пути, как правило, для вашего роста. Вообще все клиенты, да, в нашей жизни, они для нашего роста, да, все люди, которые нам встречаются, но они, как правило, будут со своими травмами, переживаниями, со своими сложными моментами. И вы, как истинный антикризисный менеджер, в этом разбираетесь, вот это все перемалываете, разбираетесь во всех трудностях, их переживаниях, складываете по полочкам, и тогда все становится хорошо. И здесь, ребята, скажу так, что занимаясь этой деятельностью, и те люди, у кого на самом-то деле дисцендент в Скорпионе, если вы по своему седьмому дому живете, если
если вы прям не просто деньги, например, зарабатываете по второму, шестому и десятому, ну, по финансовый гороскоп у меня будет позже, чуть позже серия видео, сейчас про асцендент, но уж здесь седьмой дом очень важная история для тех, у кого асцендент в Тельце. Так вот, если вы по своему седьмому дому регулярно живете, то есть у вас он постоянно работает, то у вас приток финансов идет по этому седьмому дому. И, как правило, все те люди, кто в браке и в браке растет, не разводится, то есть постоянно у вас какие-то движения в браке, вы постоянно, не знаю, то в пеший поход, то в горы, то у вас какая-то движуха в отношениях, то есть вы не боитесь вот таких ситуаций по жизни нестандартных, да, тогда у вас и финансы идут просто совершенно другим потоком, потому что управитель седьмого дома, Скорпион, Плутон, да, он дает очень большие деньги, очень многие деньги, но с этой силой нужно справляться, то есть понимаете, насколько влияет. И естественно, когда наступает какой-то кризис, он, как правило, происходит на таких очень серьезных эмоциях, то есть этот кризис нужен для того, чтобы вас трансформировать как личность, поднять на новый уровень. И я как астролог скажу, что не бывает проблем и кризисов, из которых бы мы не выбрались. Нам всегда даются те ситуации, с которых мы 100% выберемся, мы со всем этим справимся. И не потому, что я вот так вас подбадриваю, да, потому что вот этот асцендент в Тельце, тяга к стабильности, тяга планомерности, все-таки к приходу своему результату, все-таки держит вот этот седьмой дом в Скорпионе, да, то есть здесь получается такая очень сильная эмоциональная связь. Как правило, мы всегда притягиваем себе партнера такого страстного. Вот у меня спрашивают всегда, на какого мне нужно искать партнера. Если у вас асцендент в Тельце, партнера вам нужно искать как раз-таки типажа Скорпионева, как раз-таки типажа, кто не боится трудностей, кто не боится кризисов, с кем вы будете понимать, что вы за надежной вот такой опорой, стеной. То есть, когда вот, как говорится, мир будет рушиться, а вы будете понимать, у меня все хорошо, у меня по-прежнему мой такой уровень жизни комфорта, со мной рядом человек, с которым можно разведку, и вы с этим человеком тоже в разведку. Поэтому и получается, что я асцендент в Тельце, а вроде как моя любовная жизнь, она в Скорпионе. И неужели будут вот такие эмоциональные качели у меня всю жизнь? Да, ребят, к сожалению, это так и есть. Это если разбирать наш карьеру и дом, то есть 10 и 4 дом, они тоже находятся в противоположных знаках. Если, как правило, у нас дома вот такая мощная обстановка, то на работе, как правило, она совершенно противоположна или же наоборот. Поэтому здесь я асцендент в Тельце, но мне всегда хочется заглянуть в отношения, где будет и страсть, и пылкость, и вот выяснение отношений, и скандалов. И как правило, всегда хочется немножко это прожить, но не всех людей хватает на это. Но это история всей жизни, вот эти свои качества Тельца и Скорпиона, научиться в них жить. И тогда, как мне говорят, я вот хочу стабильности, все, я вышла из этих отношений, больше брак меня не интересует, я не хочу. Тогда, естественно, очень многое получается потерять из профессиональной сферы точно, особенно если вы работаете с людьми, если вы работаете с консультированием, если вы собрались строить себе популярность, известность и масштаб, потому что эта вся публичность идет по 7 дому, а 7 дом это противоположный от асцендента. Понимаете, как это работает? И здесь, когда мы иногда говорим, что я же вроде такая тихая, кроткая и спокойная, или я такой вроде стабильный и уравновешенный, и тут я решил вспылить, орать и истерить. И это абсолютно нормальная история, то есть это наши такие качества, которые в нас живут, но самое главное, не разрушать с десцендентом в Скорпионе все вокруг, все свои отношения, потому что 7 дом у нас за все отношения с людьми, с кем у нас есть договора. То есть это работа, то есть это все заключенные договора, это наши брачные отношения, да, даже если у вас есть брачный контракт,
Даже если у вас штампа нет, у вас есть брачный контракт, у вас есть договор с этим человеком, понимаете, вы поставили свою подпись и печатью, все это заверено. Поэтому здесь, ребят, история вот такая, можно мне говорить сколько угодно, я против штампа в паспорте, да, как угодно, но это работает вот так. И с этим нужно просто научиться жить. И чем больше сложностей, вот таких кризисных моментов, вы можете спокойно по-тельцовски моргнуть и сказать: ну окей, мы с этим разбираемся. То есть вы внутреннюю силу свою чувствуете, тогда вы начинаете контролировать эти сложные ситуации, тогда вы начинаете понимать, что так, мне с этим надо разобраться. И все, конечно же, зависит от масштаба личности. Потому что можно с дисцендентом в Скорпионе, конечно же, иметь множество любовников, любовниц. Но они-то не по договорным отношениям, а разбираться придется с тем, с кем как раз-таки отношения с печатью, со штампом, да. И здесь история, конечно же, может быть совершенно других эмоций, но с одним человеком, и тогда масштаб, конечно же, тот самый. Да я даже не скажу, какой сильнее масштаб, потому что если подходить разумно, по-тельцовски, да, по-тельцовски к своему гороскопу, да, потому что если вы проявляетесь как телец, асцендент тельце, у вас работает весь гороскоп, и вы тогда, согласно своему асценденту, встречаете всех остальных людей реально в своей жизни, но действуете уже со всеми другими людьми в жизни уже по управителю седьмого дома, и это дисцендент Скорпионе. То есть вы понимаете свою силу, вы здесь, можно сказать, руководитель, вы здесь знаете свои мощности, и вы здесь ни разу не скромный, вы здесь ни разу не медленный, здесь тактика Скорпиона, я смотрю, я выжидаю, когда же мне включиться на максимум, и если эта тактика выжидания, она для того, чтобы забрать свои ресурсы, если здесь эта тактика для того, чтобы их приумножить, заработать и как раз-таки в свою жизнь поместить, тогда это очень даже классно, тогда это очень даже в плюс. Но если вы действуете согласно своему гороскопу только с точки зрения выгоды, тогда, естественно, это очень получается несчастный асцендент, то есть это тогда история не того масштаба, которая могла бы и быть. Поэтому, да, дорогие, включайте свой асцендент правильно, следуйте своим основным фишкам и понимайте, что не просто так у нас такой определенный набор в наших натальных картах. И мы просто не умеем с этим работать и разбираться. Да просто потому, что нам раньше про это никто не говорил, и нас не воспитывали согласно вот этому. А если мы начнем действовать и понимать, почему так происходит, почему от каких-то неловких ситуаций мы начинаем резко, импульсивно себя вести, манипулировать, потому что седьмой дом в Скорпионе — это всегда манипуляции. Здесь просто зависит, какого уровня у вас манипуляции и для чего это. Если просто манипуляции в браке, в отношениях, чтобы вот были вот такие качели, ну это одно. А если вы понимаете, что вы можете на этом построить благосостояние своей семьи и поднять в обществе свой брак, ну, ребят, тогда это совершенно другие уровни, тогда это совершенно другие амбиции и истории. И я всегда, конечно же, желаю своим подписчикам всего самого лучшего, потому что мы на самом-то деле совсем справляемся, когда мы понимаем, с чем и с кем мы имеем дело. Поэтому, если у вас асцендент в Тельце, будьте счастливы, будьте красивы, не отступайте от своих бескорыстных интересов, будьте планомерны в своих действиях, а в личной жизни, конечно же, берите всегда максимум. В партнерских отношениях, в публичных отношениях тоже повышайте свою планку и стремительно к ней идите. Да, это будет непросто, потому что седьмой дом в Скорпионе — это всегда большой масштаб, это всегда игра стоит свеч, а игра это очень большая. И здесь главное не пасовать, трудности будут,
Но если вы понимаете, ради чего, они легче проживаются. Ну что, мои дорогие, понятно историю своего асцендента, как это работает? И не бывает так, что у меня работает только асцендент, а дисцендент, вот я как-то личной жизнью не живу, и все у меня хорошо. Ну, потому что если у вас ни брака нет, ни работы тогда получается никакой, потому что если нет брака, тогда это все проигрывается на работе, и тогда в работе постоянный шторм. Понимаете, как это работает? То есть энергия всегда должна иметь выход, и все то, что влияет на асцендент, влияет точно так же на дисцендент, и сыпется все. И если ваше солнце, которое в каком-то другом знаке, не работает, тогда сил выбраться очень мало. Поэтому я всегда говорю, живите по своему солнечному знаку зодиака и следуйте, конечно же, своим основным показателям в натальной карте. Нельзя просто так думать про деньги, когда я и моя личная жизнь являются основными событийными точками в гороскопе. Это социальные моменты и это социальные пунктики, которые влияют на нас на всех. Вот такая история. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам тельцовской продуктивности и скорпионей стойкости. И тогда у вас в жизни все будет хорошо. Ну что, дорогие, увидимся в следующем видео. Планирую записать финансовый гороскоп. Если дождетесь, буду очень рада. И увидимся. Пока-пока.